Всем привет, меня зовут Нина Заславская, и досмотрите этот ролик до конца, потому что в самом конце я покажу вам, как правильно подобрать форму на возрастном лице. Ну а сейчас мы начнем с первой ошибки, и самая распространенная ошибка – это заглубление пигмента на возрастной коже, потому что возрастная кожа, она более тонкая, не такая эластичная, как молодая кожа. И на такой коже очень легко засадить пигмент, особенно на вот этих местах. И я советую при работе смещать эти места либо вверх, либо вниз. И работать очень поверхностно. То есть вы работаете практически в воздухе и постоянно проверяете ватные палочки, насколько хорошо вы уложили пигмент. Конечно, если вы будете работать очень поверхностно, вы можете потерять форму, поэтому обязательно проверяйте каждый свой шаг. Но и чтобы не было никаких точек, вот таких синих, фиолетовых, очень часто ко мне приходит возрастная категория клиентов со старым татуажем, и у них вот эти места прям вот все в точках, в точках. Это также происходит из-за того, когда мастер работает такими длинными штрихами и наносит пигмент длинными штрихами, потому что когда у вас широкий мах, вы хуже контролируете нажим, из-за этого и происходит заглубление. Поэтому на таком типаже клиентов нужно очень максимально работать поверхностно, проверять свою работу прям каждый миллиметр. Но на самом деле перманентный макияж для данной категории клиентов может решить многие проблемы. И если вы мастер, не стоит бояться возрастной категории клиентов. Нужно просто знать некоторые особенности при работе на данной коже. И если вы клиент, тоже не нужно бояться делать перманентный макияж, потому что с помощью него можно добиться лифтинг-эффекта, так как со временем у нас надбровные дуги опускаются, уже взгляд выглядит такой более грустный и опущенный. С помощью перманента можно подобрать красивую открытую форму, сделать лифтинг-эффект бровей. Это делается таким образом, что кончики у нас немножко приподнимаются и глазки, соответственно, открываются. Самое главное, нужно придерживаться легкости, естественности, не перебарщивать и использовать более теплые оттенки в работе, потому что холодные оттенки, наверняка многие видели, по улице ходят вот эти синие, фиолетовые брови, они очень старят и утяжеляют лицо, поэтому поверхностная работа и теплые оттенки, будет все шикарно. А про форму мы как раз таки поговорим в конце этого видеоролика, поэтому не переключайтесь и смотрите ролик до конца. Ну а мы переходим ко второй ошибке, это плотное нанесение. Как раз таки плотное нанесение и дает такой пластилиновый эффект, это утяжеляет лицо, со временем пигмент уходит в холодные оттенки, брови становятся синие, фиолетовые, серо-буро-малиновые. На самом деле, чем плотнее в коже пигмент лежит, тем он глубже заходит в кожу и создается вот такой не очень красивый эффект, который потом приходится удалять. Особенно если вы работаете на гибридной линейке пигментов. Вы можете использовать на возрастной коже минеральные пигменты, которые полностью вымоются. Либо же использовать гибридную серию, но более теплые оттенки, чтобы они поверхностно лежали в коже. Ну и также не нужно плотно наносить, потому что какие-то четкие формы, опять же, вернемся к трендам, да, перманентного макияжа, сейчас модны пудровые брови, чтобы нижняя линия была какая-то четкая, прям такая четко вычерченная, верх такой пудровый, пушистый, головка тоже пушистая. Вот в возрастной категории такие тренды не особо-то подходят, потому что четкие линии, они придают возраст. Наоборот, здесь нужно выбирать более мягкую форму, не вестись на эти тренды, а низ делать тоже более прозрачный и пудровый. Опять же, сильно не махать во время процедуры, работать мелкими штрихами и так плотно не работать, как на обычной коже, да? Должно быть нанесение более прозрачное, чтобы у вас создался при заживлении прозрачный, легкий, не утяжеляющий эффект. Вообще я советую вам перед процедурой использовать легкий коричневый карандашик и прорисовать клиентке форму, чтобы показать, как это будет выглядеть в дальнейшем. Но при отрисовке эскиза я не использую никакие там белые броу-пасты, не очерчиваю корректором вот эту четкость формы, как это делается при обычной процедуре, потому что здесь не приветствуется четкость, и также форма должна быть более мягкая, без каких-то острых углов и переходов. Ну а мы переходим к следующей ошибке. Ошибка номер 3 – это широкая вычурная форма.
Даже если у вашей клиентки свои густые широкие брови, имейте в виду, что при нанесении перманента они будут более яркие и будут больше утяжелять лицо. Поэтому, если брови очень широкие, конечно, нужно обсуждать с клиенткой, как она видит свои будущие брови. Опять же, стоит прорисовать, показать, как это будет выглядеть в дальнейшем. Но широкие формы, острые углы, какие-то четкие переходы, вот эти вот крылья ястреба ни в коем случае не нужно рисовать. Форма должна быть очень мягкой, она не должна бросаться в глаза, приковывать к себе лишние взгляды. И это должно быть максимально лайтово и естественно. Здесь мы больше направляем свой взгляд на коррекцию формы, приподнятие уголочков, создание лифтинг-эффекта, чтобы клиент просыпался с утра и уже не переживал, что там у него асимметрия, кривые брови, надо нарисовать, а у него не получается. То есть, но перманент не должен быть виден. Как мы знаем, золотое правило перманента, он не должен бросаться в глаза, и он должен быть максимально незаметным. Только тогда он будет выглядеть красиво. Ну а сейчас перейдем к обещанному разбору формы. Я покажу вам, как правильно подобрать форму на разных типажах лица и какая форма будет правильная, какая неправильная. Итак, разберем первый случай на возрастном лице. Здесь, судя по всему, клиентка сама подкрасила брови и ориентировалась, конечно, при отрисовке формы на свою природную форму. Подчеркнула вот эти кончики, которые смотрят вниз. На самом деле, как понять, что форма неправильная и кончики смотрят не туда? Можно представить себе вот так вот карандашик или прочертить линию и посмотреть, куда по направлению смотрят кончики, да, то есть они смотрят прям вниз-вниз. Также кончики должны быть как минимум на одной плоскости с головками, а здесь, если вы так прочертить линию, кончики уходят гораздо ниже, гораздо глубже, поэтому взгляд при такой форме выглядит опущенным. Поэтому давайте с вами попробуем перерисовать форму с другой стороны и сравним на деле, как это будет выглядеть. На самом деле не обязательно подчеркивать именно свою форму, так как своя бровь не сильно густая, мы можем немножко развернуть просто кончики, сделать их как минимум на одной плоскости с вот этой головкой. И бровка у нас уже очень сильно откроется, глазки станут более открытыми, взгляд будет более свежий, и мы добьемся как раз-таки того самого лифтинг-эффекта. Также не нужно чересчур делать вот эти яркие головки, хочется еще более легкую форму, потому что такая тяжесть в бровях, она утяжеляет. Давайте с вами попробуем немножко подзамазать то, что накрашено нашей клиенткой. Сейчас мы приглушим этот тон и попробуем нарисовать что-то свое. Мы как бы сейчас сотрем вот этот старый татуаж. Вот, кстати, на контрасте видны ее брови, да, куда они растут и куда смотрят. И можно бы было это очень хорошенько обыграть и не подчеркивать вот это направление вниз. Как я вам уже сказала, не нужно начинать отрисовку на возрастном лице с каких-то четких линий, четких форм. Эта форма должна быть подразмытая, она не должна иметь четких границ, поэтому мы с вами вот таким легким напыляющим движением формируем форму будущих бровей. Также мы можем немножко подзамазать снизу, как бы развернуть кончик. Даже ничего страшного, бывают вот такие брови, что кончики очень насыщены волосками, они очень густые, но стоит лишь немножко развернуть градус, там невелика потеря на самом деле, несколько волосочков мы выщипаем, но уже эта форма будет гораздо более привлекательной, более подходящей для данного клиента. А все-таки на возрастном веке вообще никак не хочется подчеркивать это направление роста волос вниз. Да на самом деле не только на возрастном, но и на молодых девчонках хочется сделать более открытый взгляд, чтобы это все красиво смотрелось, чтобы не было грустного взгляда. Также немножко не хватает головок. Если посмотреть, у нас ось симметрия. И начало бровки должно быть над вымочкой над глазом. То есть вот сколько у нас не хватает до начала брови. Поэтому мы немного продлим их. И головку, конечно, сделаем такую прозрачненькую.
Если бы это был вот этот трендовый современный перманент, как делают все мастера, то здесь бы присутствовала четкая граница, да, как мы знаем. При такой технике на возрастном лице все-таки, я считаю, не нужно отталкиваться от современных трендов. Нужно, чтобы это все гармонично, красиво смотрелось на лице клиента. Поэтому мы здесь делаем такой носибельный перманент, который смотрится очень нежно, не подчеркивает какие-то недостатки, не привлекает сильного внимания к бровям, а наоборот смягчает лицо, делает его более нежным. Посмотрите, как совсем изменился вид. И, конечно, здесь также присутствует асимметрия, поэтому мы должны вторую бровку чуть-чуть опустить. Мы видим, что она подзадрана. Вообще, на деле, конечно, мы всегда урегулируем обе стороны. Одну поднимаем, другую урезаем, и тем самым мы усаживаем эти брови на нужную высоту. Ни в коем случае не нужно подгонять одну бровь под другую. У меня была такая история, когда мастер выщипала одну бровь и нарисовала одну, грубо говоря, на лбу, а другую бровь там, где она должна была быть. То есть, когда все это зажило, получилось, конечно, отвратительно, потому что у клиента стало 3 брови, и клиентка очень сильно возмущалась, то, что ей мастер натворил такое чудо на лице. Конечно, сразу после процедуры, пока это все ярко, смотрится нормально, но нужно учитывать тот факт, что клиент не будет выщипывать свою полностью бровь, да. Ну и, конечно же, еще тот факт, что там, где волоски есть, это смотрится естественнее, натуральнее, а там, где их нет, соответственно, это выглядит очень заметно, бросается в глаза. Вот при этом на, опять же, возрастных клиентов не нужно делать какие-то резкие углы, я вам про это тоже говорила. Также это касается и головок. Лучше делать помягче, более такую округлую форму. Но когда это заживает, у нас все равно начало брови, головка сходит на нет, они как бы растворяются в воздухе. И это выглядит еще нежнее. Я сейчас прорисовываю волоски, я имитирую свой рост волос, потому что мы немножко подзамазали свои брови, так как перерисовывали. Но здесь подойдет на самом деле и техника растушевки, и волосковая техника. Нужно вообще с клиентом обговаривать, что хочет он видеть на своем лице, прежде чем вы выберете технику. Но, конечно, в случае возрастных клиентов, особенно когда своих волосочков совсем очень мало, либо они отсутствуют, либо совсем легкий пушок, волоски смотрятся просто очень потрясающе и натурально. Посмотрите, насколько изменилось лицо клиентки, насколько форма нежная, не вычурная, не привлекает сильного внимания. Брови должны вообще на тон хотя бы быть посветлее, чем волосы, что у нас, собственно, и получилось, да, в отличие от варианта слева. Брови слишком далеко друг от друга расставлены, они имеют такой крючкообразный, так скажем, вид, форму вообще не подходящую к лицу клиентки, да и вообще не подходящую ни к какому лицу, потому что вот эти кончики у нас очень сильно направлены вниз, как я уже сказала, и они не лежат на одной плоскости с головками. Плюс они достаточно разные, на разном уровне, на разной длине относительно переносицы. Ну и вообще они далеко начинаются обе. Поэтому смотрится как-то нелепо и вообще не подходит данному лицу. Ну и давайте рассмотрим с вами еще один вариант на более возрастном варианте клиента. И здесь у нас немножко подкрашены брови, как мы видим, подкрашены неравномерно. То есть если посмотреть и сравнить обе брови, да, это более яркое, это совсем прозрачное, но и также они имеют разный рост волос. То есть здесь более густо, здесь более пусто. Собственно, все как мы любим и привыкли видеть на наших клиентов, потому что нет у нас идентичных бровей, и наша задача, конечно же, выровнять эту форму. Здесь
Можно также использовать два варианта, и нужно, конечно, отталкиваться от мнения клиента. Но так как мы с вами сегодня просто занимаемся подбором формы, давайте попробуем построить форму данной клиентки. У нас тоже должно быть полупрозрачненько, легко, не вычурно. И смотрите, как мы будем строить. Смотрим, чтобы у нас точка головки была как минимум на одной плоскости с точкой кончика. Ни в коем случае ниже не должно быть, потому что вот здесь вот бровка все равно стремится вниз. На самом деле у всех со временем, с возрастом все-таки это прогрессирует, надбровные дуги опускаются и взгляд становится более таким грустненьким. Поэтому мы начинаем рисовать с нижней границы брови, отталкиваемся от своей формы и ни в коем случае не делаем какую-то четкость. Сейчас мы с вами наметим, но, конечно, эти линии построения у нас уберутся. Также мой вам совет, если вы видите, особенно на возрастном лице, и мы с вами об этом говорили в начале видео, что не нужно борщить с шириной. Всегда отталкиваемся от своей ширины, потому что, во-первых, когда заживает, там, где есть волоски, там, где нет волосков, это смотрится очень заметно, так сказать, и по-разному. То есть там, где есть волоски, будет натуральный вид, там, где нет волосков, видно, что вы нарисовали на коже. Поэтому сильно не расширяем, всегда отталкиваемся от своей ширины бровей. Мы наметили с вами рамочку, она нам поможет в построении будущих бровок. Поэтому я сейчас возьму коричневый карандашик и относительно нашей рамочки мы с вами прокрасим, создадим фон. Точно так же мы избегаем каких-то угловатых линий, все должно быть очень мягко, кончики должны быть открытые. Так, подотрем лишнее и уберем рамочку. Ну и тоже немножко скорректируем. Вот посмотрите, сейчас у нас очень хорошо откроется взгляд благодаря тому, что мы кончики приподняли даже выше, чем точка начала головки. То есть они такие прям открытые у нас. Также можно немножечко подщипать. Ну, мы подщипываем, конечно, закрашиваем просто, но это не суть. Вот. Но и также я немного бы смягчила вот эти уголочки, сделала их более лайтовыми. Но и вообще вот эту четкость я бы тоже убрала немного. Мы сейчас пройдемся, растушуем это все. И когда вы уже будете работать с возрастным клиентом, не концентрируйтесь прямо на этой форме, вы спокойно можете немного выходить с такими размашистыми движениями, работать. Самое главное, не переусердствовать, потому что если сильно махать, как я уже говорила, можно засадить пигмент. Ну что, наша прекрасная леди готова. Напомню вам, чтобы вы писали комментарии, также по двум разборам работ, что вам нравится больше, какая форма вам нравится больше, какую вы технику любите и работаете ли вы на таких клиентах. Ну а я рада, что вы со мной. Спасибо вам за ваши просмотры. Увидимся в новом видео. Пока-пока.